Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Гвард.ua. Кто не в курсе, почему 2 дня подряд была вырезка со стримов и все такое, то я хочу сказать следующее. Я заболел, я думаю, сейчас это слышно по моему голосу, как я говорю в нос, как у меня, в принципе, немного изменился голос в целом, то есть совершенно иная интонация и тому подобное. Ну, короче, я думаю, вы все это прекрасно слышите и без меня. Плюс у меня сейчас, наверное, такое красное лицо, хотя, не знаю, вебка, может, передает это, может, не передает это. Ну, короче, не суть-то важно. Там под роликом, где я Чена трехзвездочного собралось 50 лайков. А я говорю, что если соберется 50 лайков, я что-нибудь попробую записать с мантии. Поэтому сегодня мы будем целенаправленно пробовать записывать какой-то билд через мантию. Скорее всего, буду играть через охотников и мантию, потому что мне нравится играть через охотников, через мантию. Это очень сильно, это очень прикольно, это очень необычно. Как раз 2 охотника мне пришло. К сожалению, не могу купить 2, поэтому, ну, придется, скажем так, быть через одного охотника и орка, в принципе, неплохо. Так, эти предметы мне не нужны. ХПшка, в принципе, прикольно, но тоже не надо. А вот палочка Манки Кинга мне нравится. На самом деле, если играть через мантию, кто вдруг не понял, то мне немножко полегчало, и поэтому я думаю такой, ну, запишу контентик, почему нет? При том, что там сделали, если что, анонс, 8 числа будет обновление. Сразу хочу сказать, оно двоякое, некоторые нерфы, они оправданные, прикольные, некоторые нерфы, они полноценно, ну, как обычно, что-то коричневенькое. О, кстати, неплохо. И перчатка, и горн. Ну, я, наверное, возьму горн, хотя на самом деле хотелось бы взять перчатку. Там у чела тоже есть перчатка, но... Ладно, я тоже, короче, возьму перчатку, потому что перчатка это must have, когда есть суммонеры. Вот. Хотя можно было бы и горн взять. Все-таки суммон это суммон. Ну, короче, ладно, не суть-то важно. В общем, что хочу сказать. 8 числа обновление. Кто вдруг не в курсе, кто не знает, что там будет обновляться и тому подобное, то в моем телеграм-канале я выпустил пост со всеми изменениями. Лично мое мнение, как всегда, есть куча неоправданных нерфов и тому подобное. Короче, это все прекрасно знаете без меня. Сюда. На самом деле мне нужен еще один охотник, я гномию брошку перекину в другого паренька. Ну, ладно, пока что пусть будет так. В принципе, пока что меня все устраивает. Хотя, на самом деле, мне бы хотелось ранних 6 охотников сделать. Так вот, неоправданные нерфы бафы. Там Хана нерфанули, вообще непонятно зачем. Квапу неоправданно нерфанули. У меня вообще от этого чуть ли слезы из глаз не пошли. Потому что зачем трогать Квапу? Квапа и так не было имбо персонажем. А теперь ее вообще порезали. Ну там жестко ее порезали на самом деле. Типа неоправданно. Я считаю, что этот нерф это максимальная полная хрень, которую они только могли сделать в своей маленькой головешке. О, кстати, сюда. В общем, ребят, у меня, если что, немножко мозг плохо варит. Он и обычно, когда я здоровый, не сильно варит. А тут он прям, знаете, такой расплывчатый максимально. Вот. И еще у меня будут иногда такие, знаете, паузы в разговоре, потому что что-то, знаете, я сейчас вот начинаю, ну, тут пару минут говорю, а я уже чувствую, что я немножечко запыхался. Так, знаете, неприятненько, некомфортненько. Ну, короче, я думаю, вы войдете в мое положение. И давайте следующее. Байт на лайки, ребят. Если вы хотите, чтобы я выпустил контент с Empress Slide Carry, то давайте так, 50 лайков под этим роликом, и я выпускаю данный ролик. То есть я буду целенаправленно пытаться его записать, и, соответственно, выпущу ролик с Empress Slide. Все, ребят, работаем. От вас лайки, от меня, соответственно, контент. Вот по такой базе мы и работаем. И, как я уже говорил ранее, у меня есть телеграм-канал, в котором я пишу по обновлениям игры, когда у меня стримы, веду свой небольшой личный блог, такой, ну, не маленький такой, короче, небольшой. Короче. Вот то, что я говорил, что у меня мысли немножко переплетаются. Язык заплетается, знаете, вот такое. Только у меня немножко похуже. Так вот, там веду свой небольшой личный блог, там, что у меня происходит и тому подобное. Вот, допустим, я сейчас заболел, я написал о том, что, типа, заболел, ребята, пару дней будет, соответственно, вырезка со стримов. Если мне будет лучше, то, соответственно, вырезки не будет. Вот у меня сейчас немножко полегчало, и я, соответственно, хочу записать контент. Если, конечно, получится, и это не будет блином комом. Блин, комом не будет. Ну, как говорится, первая каточка, пока я там чилил, отдыхал. Хотя на самом деле это отдыхом не назовешь, потому что состояние, ребятки, не из лучших. Нос заложен, голова болит, весь красный, весь потею, мокрый, все дела. Короче, вы это и без меня прекрасно знаете. Что такое болеть, да? Я как бы не буду вайт расписывать, что такое болеть. Вот. Так, ну мне пока что неплохо идет со старта. На самом деле мне бы хотелось улучшения получить.
Беру 5 для того, чтобы мне была надежда на фиолетовую фигуру какую-либо. Ну, мало ли, бог рандома снизойдет ко мне, и он мне такую фиолетовую фигуру... На, Санечек. О, Джаггер 2 звезды. Он скажет мне, на, Санечек, вот тебе антимажика, вот тебе на следующем раунде еще одного антимажика, и через раунд ты получишь яичко, и просто антимажика будешь керить, а потом его через мантию забахаешь. Ну, губа не дура, конечно, да, ребятки, губа не дура. Кстати, кто еще не подписан на меня, подписываемся, потому что цель у меня 5000 подписчиков. Ну, как я уже сказал, губа не дура и до миллиона недалеко. Поэтому, ребят, работаем. Не забываем, работаем. 50 лайков, керим пресс-лайт и подписываемся. Не стесняемся. Вот. Если, соответственно, мне немножечко полегчает, то может быть даже стрим на следующих выходных своих запишу, потому что мне и поработать надо на заводе своем. Потому что кушать-то хочется, поэтому без завода никуда. Завод — это имба. Вот. Ну, тут Джаггер меня раскручивает по полной программе. Тычки не сработали. Ну, есть, ну, да, естественно. Был бы это понимаете? Опа, чиназис. Не, ну, я как сказал, я хочу все-таки попробовать максимально целенаправленно сыграть через мантию. Я хочу рискнуть, я хочу попробовать. На самом деле это обоюдоострый меч, потому что ты можешь как бы выиграть лотерею, получить мантию с первого слота, и, допустим, у тебя ранее будет антимаг, и ты здесь их всех и вся порвешь. А может произойти такое, что ты получишь кукиш, и тебя на кукиш насадят. И все, и ты будешь потом думать такой, ну зачем я пытался на этой мантии играть? А поиграл на губной гармошке. На флейте, как говорят. Вот. Вот. Ну, пока что, тьфу-тьфу-тьфу, неплохо. Хотелось бы, конечно, улучшения в виде двухзвездочных фигур. Хотелось бы. Тут на самом деле есть тролль пятерка. И если кому-то повезет с троллем пятерку, он соберет каких-то воинов, и там будет у этого тролля пятерки хорошие шмотки, то, скорее всего, меня даже с мантией порвут. Я, конечно, надеюсь, что такого не произойдет, но надежда умирает последней, насколько мы знаем, правильно? Правильно. Вот. Так что да, ребятки, так что да. Так, ладно, короче, выйду в уровень. Поставлю 6 охотников. Я надеюсь, что, конечно, в скором в ближайшем времени мне придет какое-либо улучшение, потому что, типа, стол у меня сейчас сильный из-за того, что у меня есть 6 охотников. Только заметил, что с тобой играю. Так, привет, никнейм. Секундочку. Так. Я надеюсь, он мне, конечно, это адресовывал. С кем? Подписан на тебя, брат. Но я так понимаю, он это мне адресовывает. Так. Так. Все, немножечко отписал ему. Ну, я надеюсь, что это, конечно, он мне адресовывал. Поэтому я ему, соответственно, ответил. Ого, привет, Гвард. Я так понимаю, сегодня лобби с подписчиками. Привет. Так, ребятки, давайте только не будете душить меня. Я хочу контент какой-то записать. А я знаю своих подписчиков. Мои подписчики любят мне немножечко, знаете, коричневого накидать на воротник. Потому что, когда я обычно хочу какой-то контент записать, они вывозят что-то такое, ну, нереальное. Ну, тебе норм фартануло с орком. Ну, как сказать? С орком мне пока что ничего не фартануло. Где у меня фартануло с орком? У меня, вон, орк-охотник. Я не вижу пока какого-либо фарта. Оу май, яички. Яички это, конечно, хорошо. Я бы на самом деле взял бы яички, потому что в лете они мне пригодятся. И не факт, что в лете они мне просто упадут с 20 раунда или 30-го. Хотя до 30-го я могу и не дожить. Можно было бы взять, конечно, Киру, заюзать Киру, сделать себе стол трехзвездочек. Но мне это не надо. Мне это не надо. Боги-орки здесь, скорее всего, намечаются, потому что я там вижу, топчик хочет это сделать. Не знаю, я хочу как бы рольнуть, а хочется взять яйца. Ну и наверное, все-таки, как по мне, все-таки нужно взять яйца, потому что, ну, типа... Хотя... Не знаю, короче, пока что. Хотелось бы взять мастерскую бума, потому что мастерская бума мне очень бы пригодилась. Я бы мог попробовать рано прям мантию найти. Если бы, конечно, бог рандома ко мне не зашел, то, соответственно, мантия бы у меня уже была в кармашке. Но я не особо верю в свою удачу. Вообще не особо верю в свою удачу. Не знаю. Хочется и сумку пандамена взять. А хочется яйца взять.
Сложный выбор. Боги-жрецы собираются, судя по всему, или бог-маг-дракон. Что-то, короче, непонятное пока что собирается. Но один точно будет играть на богах-мага-драконах, потому что там он, у него уже там стол подготовленный. Не знаю, рольну, короче. А, понял, принял. Да, девочки. Что могло пойти не так, да? Лучше бы я взял все-таки яйца. Ей-богу. На самом деле, это одна из самых ужасных реликвий, которая может упасть на ранних раундах. Вот на 10-м раунде это одна из самых ужасных реликвий. Ей-богу. А что там по улучшению? У меня и так рубрика все по 2. Когда мне что-то будет, ну, типа, улучшаться? Типа я хочу как-то, ну, не знаю, чтобы у меня было все хорошо и в жизни, и так. А ну-ка, ребят, напишите в комменты, кто еще заболел летом? Ну, в мае месяце, ну. Я на самом деле не знаю, каким образом я заболел, потому что я особо никуда не выдвигаюсь сейчас. Типа, я болею и так. И, типа, ну вот реально, я не знаю, каким образом я заболел. Вообще не знаю. Как это произошло, с чем это связано. Кто знает, короче. Кто знает. Ладненько, ладненько. Там Хусик уже в 2 звезды. Непонятно, конечно, о чем это будет играть. Либо же он будет играть через воинов, либо же он будет играть через фулл троллей, потому что он такой у него бил 50-50. А, если что, ребята, я иногда могу шмыгнуть носом, так что, ну, не обессудьте. Не обессудьте, пожалуйста. Не... Ух ты, ничего себе, спасибо, усиление. Усиление долгожданное. Спасибо. А что-то типа еще усиления можно? Что-то типа хочется еще поусилить. Усилиться. Хочется усилить. Хочется быть сильным. Можно, кстати, мартелетку попробовать сделать через мантию. Тоже прикольно будет. Но... Хотя не, можно попробовать. Если там, допустим, маг соберется, то я могу сделать следующее. Поставить 4 морских. Не знаю. Надо, короче, будет наблюдать за игрой. Смотреть, что мне будет приходить. Смотреть, что будет у противников. И от этого уже отталкиваться. По идее, если у меня будет мантия, и, допустим, будет какой-то антимаг, вообще плевать, будет все четко. Там, кстати, в следующем патче так жестко апают этого нефритового генерала, это просто невменяемо, что будет. Это будет такой камнепад, там такие станы будет, что ну его в баню. Серьезно. Там очень жесткий будет нефритовый генерал. Будет разваливать кабину только в путь. Если что, у меня немножко нос чухается. Хочу чихнуть, но я держу себя, взорвусь, но не чихну. А если чихну, то вырежу. Не знаю, посмотрим, какой-то момент будет. Потому что, не знаю, нос у меня прям чухается. Чухается прям, ух. Может, охотника зверя продать это уже к чертовой бабушке, потому что, ну, что-то он как-то у меня только место занимает. Ладно. Пока что поставлю его под мобов, потому что накинет свою вот эту вот, я не знаю, банан накинет свой вот этот на 2 мобов, а, соответственно, кабанчик будет дамажить больше. Он у меня все-таки под рогом войны, поэтому да. У чувака там уже 7 винстрик. Опасненько. Так, что у меня по предмету? Масочка. Ну, в принципе, неплохо. Масочку мы берем. Спасибо за улучшение. Очень вовремя, очень тайминговое. Лучше, чем никогда. Как говорится, лучше поздно, чем никогда. В моем случае это лучше просто, чем никогда. Вот на самом деле, была бы у меня сейчас мастерская бума, было бы все поиначе. О, клевер, отлично. Не, ну пока что, если так посмотреть, то у моей траксы хорошие предметы, но я бы хотел, наверное, вместо гномьей брошки, чтобы у меня был Майлшторм. Молнии 2 тира, потому что молнии 2 тира это то, что доктор прописал. Наваливать будешь под ними, нечего делать. Там, кстати, у Серима уже ДК 2-звездочный. Приятненько ему, конечно, приятненько. Так, скилловичок, можно ты успокойся со своими пандами? Если он генерал найдет 2 звезды, то будут немножечко проблемы. Такие, малюсенькие, вот такие вот на донышке. Какая ж ты... Чё-то как-то больно. Не знаю, может вместо Мирана поставить сейчас оленя. Что у меня этот олень
Ну, он если перевоплотится, это будет неплохой танк. Манки Кинг там уже у молодого, с нефритовым генералом. Ну, то, что доктор прописал. Может бахнуть через нежить все, а? Потому что нежить мне вроде бы как неплохо идет в течение игры. Ладно, разберемся. По-моему, я здесь все-таки снова делаю. Да, корни сработали. Ну, все как я люблю. Все то, что доктор прописал. О, спасибо за усиление. Как говорится... Ну, я уже говорил. Лучше поздно, чем никогда. Там ДК сразу перевоплощается. Не знаю, короче, как поступать. На самом деле, на нежити я не особо хочу играть. Элементарно может выкатиться какой-то инсектоид, и мне он порвет пятую точку. Нормально там хусик у него. С двумя масками, с медальоном второго тира. Добротно усилился. Так сказать, время подкачаться. Он подкачался. К лету подготовился. Пересачок есть. Моральное давление обнаружено. Так, кабанчика я сразу его захавал. Отлично. Так, у человечка это 9 винстрик. Смогу ли я его забрать? Давай. Смогу. Смогу забрать. Сюда мой винстрик, давай. Давай сюда мой винстрик. Ай. Сладкая ты булочка. Я доволен. Так вот, короче, поступим пока что. Не, ну на самом деле мне нежить неплохо идет. Вообще неплохо идет. Но мне, наверное, все-таки надо поставить будет морских немного, потому что там 2 мага собирается. Из-за того, что 2 мага соберутся и у меня не будет никакого дефа, то мне, соответственно, такой лепердули строить, что ну его в баню. Расскажут, где раки зимуют. О, антимажик. Ребятки, можно мне тоже? Я тоже хочу. Хочу антимага. Антимага хочу. И мантию хочу. С первого раза. Что-то у меня есть подозрение, что он будет играть на инсектоидах. Очень, очень у меня такое, знаете, лютое предчувствие, то, что он будет играть на инсектоидах. Не знаю, с чем это связано, но меня моя чуйка, скажем так, редко когда обманывает, поэтому я что-то более чем уверен, что вот этот вот будет, ну, 1000-иксовый играть через инсектоидов. У него там по хп минимум, у него там денег куча, поэтому что-то мне прям подсказывает, что будут тут инсектоиды. Зубы давать не буду, это дорого. Ну, то, что там инсектоид будет, это что-то прям на next level. Ну, короче, next level. Скоро будет. Скоро будет инсектоид, что-то уверен. Это чуйка у меня такая. Не знаю, я думаю, сейчас попробую тренуть предметы. Да. Я, конечно, все понимаю. Но мне мастерская бума нужна. Не знаю, хочется паролиться, но мне надо уровень брать. Если я хочу выставить свой билд, мне реально нужен уровень. Как минимум 9 мне нужен. Наверное, стоит идти апаться, потому что, ну, поставить морских сверху немного. Не знаю, мартретку я могу не собрать. Кстати, мартретку там так дебафует, боже. А, а что я говорил? Будет инсектоид? О. 1000 иксов и собрал инсектоидов. То, что... Я говорил о том, что чуйка меня моя не подводит. Вот. Родился. Не запылился. Ей-богу, все, кто играет на инсектоидах, у них просто цицюрка 1 сантиметр.
Я здесь отки снова словил, поэтому аптечку ловим. 11 хп восстановил. Нормально. О, антимажик. Здорово! Как дела? Как твое настроение? Ты вовремя. Я только о тебе вспоминал. Не знаю, мне хочется рискнуть, попробовать и найти мантию. Но я думаю, что все-таки мне придется сначала, перед тем, как найти мантию, мне, наверное, все-таки придется апнуть антимага в 2 звезды. Буду играть, пробовать через него, а там уже, может быть, посмотрим от ситуации. А ситуация такая. Я в чем-то коричневым пока что. Ну, там магия с людьми, поэтому мне по-любому надо будет морских ставить. Надо, чтобы Медуза пришла. И 2 волшебника. Тут пока что тоже что-то непонятное собирается. Вроде как звери, а вроде как не звери. Чисто антимаг, не имба. Посмотрите, сколько урона нанес антимаг и сколько тракса. 2-звездочная. Но я хотя бы его снес, отлично. Меня это радует. У меня, конечно, аптечка священника, но мне как-то плевать, если честно. У меня не так много хп, чтобы играть через эту аптечку священника. Не знаю, я, наверное, все-таки 9 возьму. И на 9 я уже буду как бы ролиться и все такое. Не знаю, не знаю. Ой, не знаю. Инсектоид, тварь. Чтоб ты долго жил. Я надеюсь, тебя так палкой били в детстве. Ой-ой-ой. Ремнем по 5 точке. До красноты. Лютейший. Ладно, если что, я шучу по поводу инсектоидов. Не подумайте, что я там ною и все такое. Но на самом деле инсектоиды надоели. Типа я каждую катку начинаю, в каждой катке есть какой-то чел, который играет на инсектоидах. И это прям next level play. Причем, знаете, некоторые инсектоиды бывают такие, которых ты тупо даже перегасить нормально не можешь, потому что ему настолько люто фартит, что у него, допустим, 8 уровень, у него уже 2 Манки Кинга 2-звездочных, 2 антимага 2-звездочных, все это с сердцем инсектоидов и т.д. и т.п. Немножко, наверное, выйду из инкама. Я, наверное, попробую рискнуть и найти предмет 4-го тира. Была не была. Эй, ладно. Оу май! Вот это то, что доктор прописал. Вот это вот имбулька. Все, погнали. Погнали творить контент. Погнали. Один антимаг против всех. Чекайте. Без смс и регистрации, что творит это чудовище. Ну ладно, пока что слабенько творит, но в целом творит. Уже начинает творить контент. Сейчас немножечко мы все сделаем красиво. Немножечко. Чуть-чуть. Буквально чуть-чуть. Мне нужна медуза. Я поставлю еще немножко морских, чтобы мне не так больно было. У меня вообще и мантия дает магическое сопротивление, и, соответственно, будут еще и морские давать немножко сопротивления. Так что да. Там уже личу молодого, вертолетик, ого. Ну такой неплохой столик. Алхим 3 звезд, прикольно, прикольно. Не, на Алхим 3 звезд это реально неожиданность. Мне единственное, что надо сейчас вот антимага в 2 звезды собрать, чтобы вот прям ощутить всю мощь. О, это естественно посох 3-го тира. Конечно. Ты шо, еще и какой-то другой предмет? Нет. Давай антимага. Мне нужен антимаг. Я так понял, я антимага буду искать со слезами на глазах.
По крайней мере, это все на это и указывает. У-у-у. Это то, что доктор прописал. Я вместо орка-жреца поставлю. Это, в принципе, контроль, станчик, это плюс чернокнижник, поэтому можно будет, если что, чернокнижника поставить. Единственное то, что у меня сейчас как бы проблема. Ладно, проблем нет. Ладно, забираю свои силы назад, проблем нет. Вообще проблем нет, никаких проблем нет. Знаете, вот всегда бы так. Ты захотел двухзвездочную фигуру, и тебе просто по щелчку пальцев такой, на тебе двухзвездочную фигуру. Всегда бы так, всегда бы так. Жалко, что это происходит только раз в 1000 лет. Так, ну, пока что у меня вроде бы все хорошо, но мне нужен какой-нибудь отхил. Будет у меня какой-нибудь отхил, будет все замечательно, будет все прекрасно, жизнь удалась. Как-то так, как-то так. У меня аж там, не знаю, слышно это было или нет, у меня аж собаки фоном разавкались. Тоже, наверное, скандируют о том, что типа я двухзвездочного антимага сделал. Не, ну теперь игра заиграет иными красками. Можно было бы, конечно, сейчас яйцо наверное, ворка чернокнижика закинуть, чтобы он у меня големов спамил хорошенько. Это все-таки стан плюс чистый урон. Может так и сделать, может так и поступить. А может не делать. А может делать. А может не делать. Ладно, короче, апаю. Апаю, почему бы и нет. Мне бы на самом деле против магов поставить все-таки морских. Ну, пока что что-то мне Медуза не идет. Он не хочет, короче, найти со мной на контакт. Ну ничего, я думаю, когда-то она все-таки 100% да захочет. Да ешкин дрын. Надо было мне вот эту кнопку случайно кликнуть. Просто мышкой взял такой... Ой, короче. Вместо того, чтобы... Ай, короче. Все вы прекрасно сами поняли, что я там наклацал. Тычкуй. Взрывай. Антимаг. Нимба. Не, все-таки я рад, что я взял... О, спасибо, Медузка. О, ребята. Пока что все идет как надо. Пока что все отлично, и я доволен. Мне и отхила подкинули сверху. То, что доктор прописал. Мне это нравится. Я доволен. Всегда бы так. Так. Осталось только вот этого инсектоида наказать. Я надеюсь, что я его смогу наказать. Антимаг у меня силен, у меня охотник, у меня скорость атаки, мясы, все как надо короче. Ах ты, ничего себе. Не, ну у него там кольцо, но мне как-то плевать на это кольцо, знаете почему? Потому что у меня сейчас антимаг будет его взрывать магией по полной программе. Я хоть и буду наносить ему мало урона стычки, но это как бы меня не останавливает. Меня это как бы не останавливает. Ох, сейчас я тебя порву, сладкий ты мой. Готовься, я к тебе сейчас приду. Кстати, чела будет, если что, синергию Киры через алхимика. Прикольно, прикольно. Прикольно и неожиданно, на самом деле. Но мне как-то плевать особо, потому что алхимик для меня это сейчас будет просто груша, на которую я буду набивать урон. Там воины собрались. Ну, пока что воин для меня не страшный. Тролля в 2 звезды нема, поэтому мне, в принципе, плевать. Так, это кто? Это мех. До свидания, мех. Рад был повидаться, познакомиться. Мой антимаг, ну, нимба, не-не-не, ни в коем случае. Не-не-не. Минус 24. Привет. Привет. На самом деле, можно взять алхимика, на всякий случай. И если мне упадет предмет 4 тира синергия Киры, то в принципе, можем сделать антимага под синергией Киры. И это будет ничего себе приколюшка для многих. Я думаю, для многих это будет реально приколюшка, потому что у меня антимаг будет овер жирный, овер много урона с руки. Ну, то есть все как надо. Ну, маг слабоват на самом деле, маг молодец, то, что всех кучно поставил, чисто лайк. Ребята, если вы не знаете, как играть на магах, то вот вам пример. Челик поставил всех кучно. И сейчас антимаг их всех кучно просто бэм. И все. И все. И поразлетается в разные стороны цисюрки. Воина пока что вообще нет смысла опасаться, типа, плевать на самом деле на воина. Пока что. Но если он соберет себе тролля в 2 звезды, и у него будут хорошие предметы, то мне будет очень трудно против него играть. Я бы даже сказал, максимально трудно. Сложность на максимум будет, чисто хардкор. О! Опа! Ну?
Ну, я говорил. Инсектоид. Пока. До свидания. Я сказал в next, пошел. Тьфу тебе в лицо. Тьфу. Ненавижу инсектоидов. Ребята, вы когда выносите инсектоиды, вы можете прям в чат писать. Тьфу. Инсектоид должен умирать. Он должен страдать. Красава, Сань. Инсеки, откисайте. Да! У меня даже моральная поддержка. На самом деле, даже если сейчас в топ-3, в топ-4 откисну, я вынес инсектоида, и я собой доволен. И я собой доволен. Инсектоид сдох, мир стал намного чище. Меня на самом деле смущает этот воин. Воин может мне дать много проблем. Хоть у меня и чистый урон с руки, но если там придут ему хорошие предметы, буду плакать. Буду плакать, ой-ой-ой, крокодилями слезами. Будет больно. Будет больно, и мне на... Нет, только давай ты тролля не найдешь себе, пожалуйста. Я прошу тебя. Ну ладно, можешь найти себе тролля в 2 звезды, но с какими-то галимыми предметами. Чтоб у тебя не было щита 5 тира, чтобы у тебя не было кольца 4 тира, потому что мне потеть надо будет, искать какие-то нормальные предметы, точнее предметы, другую сборку. А сборка только одна, это синергия кунг-фу. Я так понимаю, до 35-го раунда мы дойдем. Я заабузю себе двойных мобов. И я надеюсь, там мне что-нибудь такое прикольненькое упадет. Яйца, кстати. Прикольная тема, но мне это все не надо. Ну, сумка пандамена еще более-менее норм. Сумка пандамена еще более-менее норм. 6 магов, 5 драконов. Неприятненько, конечно, но у меня есть небольшой бабчик. Мне пойдет пока что. Пока что мне пойдет. Мне бы на самом деле 10-й бы взять. Было бы прикольно. Вообще, синергия Кира мне хорошо зайдет. Но если, соответственно, все придет как надо. Придет все как надо, будет синергия Кира, будет все хорошо. Не придет камень Киры, ну ладно. А, понял. Все по... Ну я только об этом говорил. О, там, ну этот тролль в 2 звезды, он меня, скорее всего, порвет. Я надеюсь, что, конечно, этого не случится, но, знаете, когда я на что-то надеюсь, скорее всего, это случится, чем не случится. Мага вообще можно не опасаться, там маг полный нуб, скорее всего, ну, без обид, конечно, но он совершенно не знает, как на магах играть. Ну, типа, предметы бессмертия? Зачем? Посоха 3-го тира нету, ничего нету, ну, короче, вы поняли. Так, тролль, это, конечно, вкусно, но тролль мне не нужен. Хотя, на самом деле, можно было бы по приколу чисто тролля закерить под охотниками. Но не хочу. Но, судя по всему, то мы до 35-го раунда доживаем. Поставлю 4 морских, чтобы получать меньше табло от активных способностей. Двойных мобов заюзаю. Если что, то абуз на 35-м раунде, когда вы абузите вот этих вот двойных мобов, то не работает. На 45-м раунде скинется этот абуз. У него там очень жесткие шмотки. Если он найдет себе еще щит 5-го тира, то мне кирдык. Меня порвут. Меня порвут, как тузик-грелку. Надеюсь, конечно, этого не случится. Но, как назло, это, скорее всего, случится, чем не случится. Тролли. Он меня почти снес, прикиньте. Обалдеть. Почти снес. Это было неприятно. Это было очень неприятно. Ну, пока что у него такие все предметы. Если он найдет себе щит 5-го тира, это будет... Это будет люто. Мне будет очень больно. Я правда надеюсь, что он его не найдет. И там еще и Дум нашелся. По закону подлости этот Дум будет лететь не в табло. По закону всех подлостей.
Не знаю, с чем это связано, но почему-то всегда Doom летит конкретно у меня. Имею в виду моего Кири. Издеваешься? Я только говорил о том, чтобы ты щит 5-го тира не нашел. Не имбовый щит 5-го тира, не, ни грамма. Не, ребят, вообще не имбовый щит 5-го тира. Не знаю, я попробую поставить ведьмаков. Может получится хоть что-то. Ему очень фартануло с щитом 5-го тира. Щит 5-го тира это лютая имба. Что ж делать? Либо поставить, попробовать ведьмаков. Сейчас Макс сдохнет. Попробовать поставить ведьмаков. Или кого может быть? Ну, по идее, реально ведьмаков попробовать. Ну, тут, ну... Ой. Не имба щит, не, ни разу. Ни разу не имба, это тупейший щит. Он тупо меня своим щитом убивает. У меня есть одна идея, это собрать синергию кунг-фу. Хотя на самом деле кунг-фу может обоюдоострым мечом быть, потому что синергия кунг-фу, она может меня уничтожить. Потому что будут прилетать ваншоты от щита 5-го тира именно в меня. Что ж делать? Либо реально ставить синергию кунг-фу. Но там я могу убиться об щит этот. Не знаю, короче, сейчас посмотрим. Надо пробовать сначала ведьмаков, а потом попробовать синергию кунг-фу поставить. У меня синергия кунг-фу будет, допустим, тот же самый Манки Кинг бить с чистым уроном. По идее, будет неплохо. Лучше бы я взял Crimson Reaper. Лучше бы я взял Crimson Reaper. Хотя бы Crimson Reaper бы неплохо себя чувствовал у меня. Был бы двойной урон по какой-то определенной цели. Некра пока что закинул. Ворка чернокнижника. Но мне все равно надо какие-то предметы скипнуть, которые мне вообще не нужны предметы. Дум с моментальной активацией. Ладно, короче, вот это сделаю. Мне, по идее, на... ну, я щит, наверное, 5-го тира возьму, потому что от Аганима толку нету. От Аганима толку нету. Там хотя бы щит 5-го тира будет возвращать урон. И если я поставлю синергию кунг-фу, то этот щит 5-го тира сыграет мне только на руку. Надо, чтобы маг вылетел. Сейчас он, кстати, вылетит, этот маг. Все, давай, до свидания. Все, до свидос. Рад был повидаться, маг. Оривидерчи. Так, ТБшка. Блин. Продал случайно. Ну ладно. 2 Манки Кинга. Антимаг, ТБшка снова пришел. Так, хорошо. Так вот эти вот лишние фигуры продаю. ТБшку убираю, это оставляю. Думал, вместо алхимика поставлю пока что. Хотя можно сейчас поставить баф. Баф ведьмаков попробовать можно поставить. Я фул теперь. Я рад. Я очень рад. Фартануло щитом знатно. Ну ладно, то такое. От этого интереснее, наоборот. Наоборот, намного интереснее. Он все равно, он меня выносит. Типа, это щит 5-го тира люто душит. Несмотря на то, что
Даже Дум накинулся. Марси. Марси, зайка. Тьфу ты, у меня грим стоит еще один, тю. Вот это я протупил. Вот это я знатно обкекался. Не знаю, у меня вроде бы очень сильный стол, но из-за того, что у него щит 5-го тира, у меня тупо аннигилирует. Сейчас будем пробовать. И сейчас, если что, через Манки Кинга поиграем, если Марси придет. Мне нужна моя Марси, зайка. Очень нужна эта зайка. Заюшенька мне нужна. Ну, какого ты сам себя уничтожил? Марси, Заюш. Марси. Спасибо, Марси. Я в тебя верил. Я в тебя верил и никогда надежды не терял. Ну все, это одна единственная надежда сейчас попробовать сыграть через кунг-фу. Сейчас лишние предметы, конечно, надо переделать. О, маска 5-го тира, отлично. Все, теперь я могу немножко быть увереннее в себе, чем был до этого. Буду сейчас немного увереннее, чем был до этого. С синергией кунг-фу будет попроще играть. Бам! Погнали! Я мог бы, конечно, взять Аганим и вечный стан ему делать, но мне надо отхил был какой-либо. Без какого-либо отхила мне было бы очень тяжело играть. Потому что там все-таки щит 5-го тира, который, вот видите, возвращает мне тупо урон, и я не могу ему ничего сделать. Это еще мне ваншоты не прилетают, прикиньте. А если бы сейчас ваншоты мне прилетали? Так, первый раз пошел. Фух. Но у меня маловато урона в Манки Кинге. Пока что маловато урона в Манки Кинге. Маловато. Ну, в принципе, деремся как львы. Чисто 1 на 1 на мужика. Но то, что ты вот сказал в действительности по поводу того, что мне может ваншот прилететь, это да, это будет больно. Это будет очень больно. Просто если прилетит ваншот от синергии кунг-фу моего Манки Кинга, я проиграю игру. Либо же Дум прилетит Манки Кинга, я проиграю вдвойне игру. Сейчас огромная пачка мобов. Чпуньк, чпуньк, чпуньк. Так, хорошо. Так, буссы, до свидания. Гиперстон берем. Скорость атаки пригодится. Так. О, мастерская бума. Отлично. Отлично. Фух. Мне аж очень-очень жарко стало уже. Я рапиру не хочу брать. Я знаю, что если сейчас возьму рапиру, это 100% будет поплава. Я думаю взять все-таки Кирасу, чтобы уплотнить себя. Плюс скорость атаки получу. Да, я возьму Кирасу, короче, чтобы просто уплотнить себя, чтобы сделать себя немножечко жирнее. Урона, конечно, у меня мало, но, блин. Взял бы рапиру, я гарантирую, чтобы я 100% откис. Причем быстро. Так, яйцо. Медузку апнем. Не, ну, отразился, короче, Дум. Но насколько это жестко. Мне тупо Дум прилетел, прикиньте. Насколько это жестко. Дум прилетел. На секундочку. Если бы я сейчас не был такой плотный, то он бы меня, скорее всего, уже забирал нормально, прикиньте. Ну, если бы я Кирасу не взял. Вот это у нас с ним баталия чисто. Деремся на мужика.
Мне бы, если бы криты упали, было бы замечательно. Не знаю, в Медузу, короче, поставлю сейчас Драконий Рог, чтобы он, если что, активировался, и там урон был бы вдвойне больше. По окаменению. И главное, чтобы мне просто сейчас Дум Манки Кинга не прилетел. Прилетит Дум Манки Кинга, мне будет очень больно. Так, отлично, Дум не Манки Кинга полетел. Это радует. Это меня радует. Только не ваншот мой, только не ваншот. Только не ваншот. Только не ваншот. Сложная игра. Самое забавное то, что если мне сейчас прилетает Doom, мне ГГ. Или ваншот от этого щита, то мне тоже там ГГ будет. Фу, на самом деле мне так же жарко. Просто такая катка, мясистая. Мясистая каточка. Нет! Серьезно? Какого? Вот это анлак. Вот это анлак. Маг вообще максимально уникальный там у него. Это трындец, прикиньте. Мне просто прилетел Doom. Если бы Doom не прилетел, все было бы хорошо. Возможно, я бы даже его вынес. Там, конечно, 50 на 50, потому что щит 5-го тира, но катка добротная. Честно, мне каточка очень понравилась. В моменте я, конечно, немножко начал плыть, потому что, ну, ребят, без обид, но мне немножко уже плохо стало. Я не знаю, в моменте, может, на вебке это будет видно, может, нет, но я прям жестко покраснел, потому что жарко стало, ну, в момент просто нереально. Катка такая, ну, не душная, а эмоциональная по максимуму. Крутая каточка. Мне она очень понравилась. Обалденная каточка. Чисто на мужика дрались в конце. Было сильно, было сильно. Но то, что Doom не прилетел, просто заруинил всю игру. Чтобы вы понимали, вражеский Doom вот конкретно так играет. Мой же Doom так играть не будет. Мой Doom будет кидать Doom куда угодно, но не в керри противника. Тут же, знаете, вот как по маслу, типа, на, Санечка, хочешь Думчик? Лидер Думчик. Это прикольная катка. Типа, добавить мне особо нечего. Это реально очень прикольная и интересная каточка получилась. Я доволен. Эмоции получил тонну. Так вот, ребят, что думаете по поводу этой катки, вы напишите в комментариях. И я хочу напомнить, что 50 лайков под данным роликом, и я, соответственно, буду записывать керри Empress Slide. Все, жду от вас лайки, и кто не подписан на YouTube, подписываемся, потому что цель 5000 подписчиков, но губа не дура, до миллиона недалеко. Также у меня есть телеграм-канал, закреплен в описании под видео, в комментариях под видео, и на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр, и всем удачи!